Во время обычного облета Тихого океана лейтенант Джексон Смит заметил какое-то движение на маленьком острове внизу, и тревога мгновенно охватила его. Несмотря на 12 лет опыта в береговой охране и множество критических ситуаций за плечами, к такому повороту событий он не был готов. Их маршрут пролегал над островом Килуа, крошечным коралловым атоллом, затерянным в 180 милях к северо-востоку от архипелага Палау. Этот остров, известный своей нетронутой красотой и полной изоляцией, очень редко видел посетителей. Когда Джексон слегка скорректировал курс, вертолет плавно проплыл над пустынной полоской земли. Он смотрел вниз на белоснежные пески, тонкую линию, разделяющую море и небо. Внезапно что-то привлекло его внимание, едва заметное движение на фоне деревьев. Поначалу Джексон отмахнулся от этого, подумав, что это просто игра света или пролетающая птица. Но когда вертолет завис ближе к берегу, взгляд мужчины упал на песок за линией деревьев. Там, высеченные на девственно-белом пляже огромными отчаянными буквами, виднелись буквы «СОС». «Смотри!» Голос Джексона дрогнул, когда он указал своему второму пилоту, лейтенанту Майку Джонсону. «СОС! Там кто-то в беде!» Глаза Майка расширились, когда он всмотрелся в происходящее внизу. Это не случайное послание. Они застряли там, или что-то похуже. Джексон отрегулировал управление, замедляя вертолет, когда они снизились для кружения над островом. «Сообщим об этом и мобилизуем спасательные команды. Но давай сначала оценим ситуацию сами. Посмотрим, с чем имеем дело». Майк кивнул, уже потянувшись к рации. Когда вертолет снизился, движение, которое заметил Джексон, стало более отчетливым. Около центра острова он увидел немыслимое для этого места — группу людей. «Боже мой, посмотри на это!» — крикнул Джексон Майку, чувствуя, как учащается его пульс. «Здесь никого не должно быть. Килуа — необитаемый остров». Когда они подлетели ближе, сердце Джексона замерло в груди. 3 фигуры на острове отчаянно махали руками. Их истощенные фигуры были видны даже с воздуха. В движениях людей сквозило такое безысходное отчаяние, что Джексон физически ощутил их страх. У кромки воды одиноко чернела выброшенная на берег лодка. «Господи!» — выдохнул он. «Похоже, они здесь уже давно». Растерянность отступила, уступив место решимости. Этих людей нужно спасать прямо сейчас. Чем ниже опускался вертолет, тем яснее становилась вся безнадежность ситуации. Плоская песчаная поверхность острова почти не давала защиты от стихии, а густые пальмовые ветви в центре говорили о том, что единственным укрытием был самодельный шалаш, собранный из того, что выбросило море на берег. «У нас только один шанс». Голос Джексона звенел от напряжения. «Если не вытащим их прямо сейчас, можем не успеть вообще». Даже произнося эти слова, он бросил взгляд на горизонт и понял. Их задача стремительно усложняется. Безмятежно еще полчаса назад небо заволокло тьмой. Джексон различил безошибочные признаки надвигающегося шторма. Зловещие тучи, стремительно расползающиеся по небу, несли с собой яростные порывы ветра, от которых вертолет начало раскачивать. Майк, второй пилот, тоже заметил перемену. «Джексон, с юго-запада идет беда», — произнес он, вглядываясь в метеорадар. «Грозовой фронт движется с огромной скоростью. Похоже, шторм будет жестоким». Джексон стиснул зубы. «Сколько у нас времени?» — спросил он, хотя уже знал ответ. Майк сверился с приборами, перенастроил радар. «Максимум полчаса до того, как шторм настигнет нас. Если задержимся, окажемся в самом его сердце». Его лицо помрачнело. Он движется быстрее, чем мы думали. Джексон до боли сжал штурвал. Мысли лихорадочно метались в голове. Потерпевшим внизу требовалась немедленная помощь, но проводить спасательную операцию в таких условиях — смертельный риск и для экипажа, и для людей на острове. Шквальный ветер уже раскачивал вертолет, делая спуск троса практически невозможным. А волны вокруг острова вздымались все выше, исключая даже мысль о посадке на воду.
«Сбросим им рацию и припасы», — скомандовал Джексон. «Нужно дать им все необходимое, чтобы дождались нашего возвращения». Экипаж торопливо собрал пакет, еда, вода, медикаменты и рация. Тщательно упаковав груз, они приготовились к сбросу. Джексон провел вертолет над плоским участком берега и завис. Сверток упал на песок неподалеку от людей, которые тут же бросились к нему. Когда 3 фигуры принялись распаковывать припасы, Джексон схватил микрофон. «Как слышите?» Его голос дрогнул от напряжения. Сквозь треск помех донесся слабый дрожащий ответ. «Слышим вас. Спасибо. Помогите, пожалуйста». Говорит береговая охрана. Джексон старался говорить ровно, хотя сердце колотилось как безумное. «Мы пришли на помощь, но надвигается шторм. Вынуждены вернуться на базу. Обещаю, мы вернемся, как только стихия утихнет. Пока держитесь, в сброшенном пакете еда, вода и медикаменты». В эфире повисла тишина, прерываемая лишь потрескиванием помех. Затем снова раздался голос, полный отчаяния. «Нет, не улетайте, умоляем! Мы здесь уже 33 дня. Ловим крыс, собираем моллюсков, пьем дождевую воду. У Лорен критически низкий сахар. Помогите, прошу вас!» Джексон сглотнул комок в горле. «У нас нет выбора», — процедил он сквозь зубы. «В такой шторм спасательная операция — верная смерть. Клянусь, мы вернемся за вами». Стихия набирала силу. Вертолет содрогался от мощных порывов ветра. Джексон видел, как внизу потерпевшие пошатываются под хлесткими каплями дождя. Температура резко упала, воздух наполнился электрическим гулом приближающейся бури. «Джексон, надо уходить!» В голосе Майка звучала неприкрытая тревога. «Еще минута, и видимость упадет до 0. Не успеем опередить шторм, не выберемся». Джексон медлил, не в силах оторвать взгляд от людей внизу, прижимавших к себе спасительный сверток. Наконец, стиснув зубы, он развернул вертолет. В последний раз оглянувшись, он увидел, как черная стена туч накрывает крошечный островок. Через мгновение хлынул ливень, скрывая все вокруг непроницаемой пеленой. Бессилие терзало его душу. Оставить людей казалось предательством, но шторм не оставил им другого выбора. Попытка спустить трос в такую бурю была бы безумием. Неистовый ветер превратил бы его в смертоносный хлыст. На обратном пути к базе на Гуаме, в 500 милях от острова, Джексон снова и снова прокручивал в голове случившееся. Отчаянные фигуры внизу, их мольбы о помощи сквозь треск помех. Его мучило не только техническое бессилие перед стихией, но и сама мысль о том, что он оставил людей наедине со смертельной опасностью. Лишь одно немного успокаивало. У потерпевших теперь были припасы, чтобы продержаться до утра. К тому же на базе уже готовили дополнительные патрули и вертолеты для завтрашней операции. Спустя 3 часа, когда они приземлились, дождь сильно барабанил по стеклам аэродрома. Выбравшись из кабины, Джексон почувствовал, как ледяной ветер хлещет по лицу. Он знал, что не сомкнет глаз этой ночью, думая о 3 жизнях, застывших на грани между жизнью и смертью где-то там, на затерянном острове, в эпицентре бури. Ночь тянулась бесконечно. Лежа без сна, Джексон представлял, как эти люди боролись за жизнь все эти дни, цепляясь за последние крупицы надежды. Каким ужасом наполнялись их сердца при виде каждой надвигающейся тучи, как каждая ночь могла стать последней в ожидании спасения, которое, возможно, никогда не придет. С рассветом погода, наконец, смилостивилась, позволив начать спасательную операцию. Вертолет летел над бушующим морем, почти прижимаясь к самым волнам. Приближаясь к острову Килуа, Джексон чувствовал, как каждый нерв звенит от напряжения. Зависнув над островом, они увидели потерпевших. В ярком утреннем свете их состояние казалось еще более удручающим. Бледная, почти прозрачная кожа, запавшие глаза, лохмотья вместо одежды. У Джексона сжалось сердце при виде Лорен, которая едва держалась на ногах. Экипаж спустил спасательную люльку. Первым подняли мужчину. Его трясущиеся руки едва смогли ухватиться за страховку.
Когда его втащили в вертолет, он хватал воздух мелкими глотками, все тело било крупная дрожь. Следующей была Лорен. Джексон затаил дыхание, наблюдая, как она пытается забраться в люльку. Пришлось спускать трос медленнее обычного. Каждое ее движение было мучительно неуверенным. В воздухе она казалась невесомой, будто тень. Едва ее подняли на борт, медики бросились оказывать помощь. Последнего спасенного едва не потеряли. Его болтало из стороны в сторону, пока поднимали. Рухнув на пол вертолета, он посмотрел на всех воспаленными глазами и прошептал одними губами: «Спасибо». Вертолет сразу взял курс на берег. Джексон не отходил от спасенных, пока медики боролись за их жизни. Лорен была в критическом состоянии. Дыхание поверхностное, пульс нитевидный. Ей немедленно поставили капельницу с глюкозой, не спуская глаз с показателей приборов. Мужчины лежали на носилках, маленькими глотками пили воду. Один из них, голосом больше похожим на шелест песка, попытался рассказать: «Шторм. Мы потратили все топливо, пытаясь его переждать. Потом просто дрейфовали. Думали, это конец. Теперь все позади», — твердо сказал Джексон. «Скоро будете в больнице». При виде берега на горизонте Джексон впервые за весь полет смог свободно вздохнуть. Кошмар этих людей подходил к концу. У больницы их уже ждала бригада врачей. Помогая перекладывать пострадавших на каталки, Джексон задержал взгляд на Лорен. Она была без сознания, но врачи уверили: жить будет. «Невероятно, что они выжили», — покачал головой один из докторов. Дни шли за днями. Спасенные понемногу возвращались к жизни. Джексон навещал их, по крупицам собирая историю их злоключений. Они рассказали, как собирались доплыть от атолла Пулуат до Пулапа на небольшой лодке, но шторм и отказавший двигатель забросили их на пустынный Килуа в 125 милях от намеченного курса. Выживали как могли. Соорудили укрытие из того, что море выбросило на берег. Ловили все, что двигалось. Каждый день был борьбой за жизнь. Каждая ночь могла стать последней. Когда Лорен начала слабеть, мужчины отдавали ей последние крохи еды. Слушая их, Джексон испытывал глубочайшее уважение к этим людям. Их воля к жизни, способность не сдаваться в самых безнадежных обстоятельствах потрясали до глубины души. Береговая охрана продолжала расследование, но для Джексона все формальности отступали перед главным. Они спасли 3 человеческие жизни. Месяцы спустя Джексон получил письмо от Лорен. Она полностью поправилась и вернулась к семье. Писала, что каждое утро встречает как дар свыше, а пережитое научило ее ценить простые радости. Глоток чистой воды, теплую еду, объятия близких. Джексон хранит это письмо как напоминание о том, что человеческий дух способен преодолеть любые испытания. История спасения на острове Килуа стала легендой береговой охраны, символом того, что надежду нельзя терять никогда. А для Джексона она навсегда осталась моментом истины, подтвердившим правильность его выбора — посвятить жизнь спасению тех, кто оказался на краю гибели.